Вкусного всем! Натто странное на вид и на запах, и такое уникально полезное, манящее своей целебной силой. Для абсолютного большинства японцев это обычный завтрак. Только 13% Японии не нравится его вид и запах, но все абсолютно признают его уникальную полезность. И считают, что именно поэтому Япония является нацией долгожителей, первой в мире. Этот уникальный завтрак снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, растворяет тромбы, омолаживает кожу, снижает стрессонагрузку, но об этом более детально по ходу рецепта и в описании к нему. Готовить будем из ферментов, купленных на AliExpress. Они также продаются в восточных лавочках по всему миру или интернет-магазинах. Наттокин или бактерии в пакете, где их 10 стикеров по 0,3 грамма. Из этого можно приготовить тонны натто, и мы расскажем как. А то, что пакетик китайский, пусть вас не смущает. Натто пришел в Японию из Китая в 6 веке, и уже в 16 без него не было завтрака по всей Японии. Сначала соя, 300 грамм, сухие зерна. Они идеально расщепляются бактериями наттокин. Может быть и черная соя, хотя говорят уже готовят и из других мелких бобовых. Промоем хорошенько. Удалим почерневшие или подозрительно грязные зерна. Зальем водой на 2 пальца выше уровня зерен и будем замачивать в холодильнике 8-12 часов. После замачивания зерна стали больше раза в 1,5. Сливаем обязательно всю воду и высыпем в большую кастрюлю с широким дном. Все это для того, чтобы затем не менять емкость для ферментации и не кипятить ее. Все после варки должно быть стерильно. Нальем воду, выше приблизительно опять-таки на 2 пальца. Закипятим, уберем пену обязательно, ее будет много. И уменьшив огонь под крышкой, будем варить при слабом кипении 3-4 часа. Варим не по времени, а по необходимой консистенции зерен. Если вы возьмете зернышко между 2 пальцев, указательным и большим, и сможете раздавить его до пюре, не прилагая особого усилия, варка закончена. Выключите огонь и оставьте остывать. А пока остывает, необходимо провести стерилизацию кухонного оборудования, которое мы будем использовать. Стакан и ложка, прокипятите их в воде минут 10. Это важно, иначе другие грибки или бактерии с удовольствием поселятся в натто. Затем аккуратно вытащите стакан и ложку из кипятка и начнем творить чудо. В стакан налейте кипяток из чайника, миллилитров 50. Дайте ему остыть до момента, пока даже помешивая у вас не будет идти пар. Вообще желаемая температура создания закваски 50-80 градусов. При 80, говорят, натто будет гуще. Но точно известно, как только перестал идти пар, даже помешивая воду, температура стала 70 градусов. Засыпаем 3 пакетика наттокин, 300 грамм сои, 3 пакетика по 0,3 грамма. Натто можно делать еще 2 способами. Один – это добавить вместо этого раствора готовое натто, столовую ложку, и тогда вы можете бесконечно осуществлять процесс производства натто. Второй – обернув вареную сою сушеной рисовой соломой, которая, думаю, не встречается у большинства из нас. Размешали. Добавим раствор бактерий в кастрюлю, предварительно слив всю воду. Если останется на дне тонкая пленка, не беда, бактериям тоже надо где-то жить. Толщина слоя зерен желательно не должна превышать 5 см. Хорошо перемешали той же чистой ложкой и, накрыв крышкой, надеюсь, вы не клали ее на грязную поверхность, отправляем в прогретую духовку при температуре 40 плюс-минус градусов. То есть выставьте минималку, но желательно не выше 70 и не ниже 35. На сутки. Да, вам придется забыть на это время о существовании духовки. Через сутки зерна будут иметь такой вот вид. Белесая пленка, как мозаика, покрывает большинство зернышек. Это хорошо. Перемешайте. Тягучесть уже есть, но не такая, как должна быть. Все еще будет впереди. А пока дадим остыть натто пару часов. Затем отправьте в холодильник минимум на 12 часов, накрыв крышкой или пленкой. В таком виде натто будет храниться до 10 дней. И уже через 12 часов вы можете это пробовать. Вот порция натто, ложек 5-6 после выдержки в холодильнике. Кстати, считается, что на 3-й день оно лучше. Сопливость, назовем это так, уже как в созревшем натто. Аромат слабый, не верьте, что он резкий. Он мягкий, землистый, может быть с легкой ноткой аммиака. Больше похож на запах хлеба, в котором только завелась плесень. И то, если старательно принюхаться.
Зато это уже содержит два суперфермента. Первый натокиназа, способная расщеплять тромбы. Не только препятствовать, а именно расщеплять. Аналогов в природе не встречается. И фермент-ингибитор АПФ. Уникальный по своим свойствам снижения давления при гипертонии, укрепления иммунитета, снижает уровень холестерина и уменьшает риск инфаркта и инсульта на 10%. Это медицинские исследования. Подают натто чаще всего добавив чайную ложку соевого соуса и добавив желток яйца. Очень часто добавляют зелень, зеленый лук, травы, водоросли. Добавки не регламентируются, это может быть что угодно. Это, возможно, странный для нас на виды запах завтрак и есть в большинстве холодильников в Японии, как у нас йогурт, яйца, колбаса и сыр на завтрак. Натокиназа и ингибитор АПФ, ферменты, содержащиеся в натто, продаются в аптеках как лечебные средства, а тут они в природном виде. Медики Японии вообще считают, что одна порция натто отодвигает смерть на один день. А с пакетиками бактерий, купленными в интернете, у вас есть возможность приготовить это дома. И поверьте, это реально вкусный завтрак, помимо феноменальной его полезности. Приятного аппетита и долголетия! А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!